Здравствуйте! В этом уроке мы сделаем новогоднюю анимированную открытку в Scratch. Для этого мы запускаем Scratch, удаляем спрайт с котом и добавим спрайт с новогодней елкой. Для этого добавляем новый спрайт путем рисования. Нажимаем на пиктограмму с кисточкой «Нарисовать». Для того, чтобы нарисовать елку, выбираем инструмент кисть, выбираем цвет зеленый, толщину кисти выбираем где-то, наверное, 40 будет мало, давайте 60, наверное. Вот так. Рисуем новогоднюю елку. Вот примерно так у меня получилось. Ее можно будет вот так передвинуть в центр экрана. Кстати, можно на этом же спрайте нарисовать новогодние игрушки. Можно рисовать также инструментом кисть, просто другого цвета. Например, вот шарики можно повесить. А можно инструментом круг сделать шарики. Вот таким вот образом. Можно, кстати, здесь использовать градиентную заливку. Давайте попробуем это сделать. Вот видите, получился шарик такой с градиентной заливкой. Вот, сделали елку, добавили украшения. Теперь давайте добавим гирлянды, которые будут светиться. Ведь у нас не просто открытка, а анимированная открытка. Добавляем новый спрайт тоже путем рисования. Добавляем разноцветные шарики. Например, давайте начнем с красного цвета. Размер кисти уже не 60, а делаем поменьше, например, 20. Рисуем вот такие вот точки. Кстати, посмотрите, они появляются в районе елки. Их тоже можно двигать. Пока не заморачивайтесь, чтобы они вот точно попадали, их можно будет потом передвинуть. Рисуем, давайте я вот предлагаю в 3 ряда их нарисовать. Я сделал красные точки, то есть красные лампочки гирлянды, теперь синие. Еще можно другой цвет добавить, например, желтый. Ну, еще какой-нибудь, например, фиолетовый. Синий уже был. Давайте фиолетовый добавим. Добавляем фиолетовые точки. Все, гирлянды мы добавили. Теперь давайте мы их разместим. Вот хватаем за какую-нибудь лампочку гирлянды, и мы можем ее передвигать. Передвигаем, ставим, совмещаем ее с елкой. Теперь, вот передвинул, поставил. Теперь, чтобы гирлянда меняла цвет, нам нужно написать для нее программу. Значит, наша елка должна начать двигаться, огоньки должны начать гореть, когда мы нажмем на флажок. Поэтому из блока события берем событие, когда флажок нажат. Из блока управления берем блок «Повторять всегда». И за изменение цвета у нас отвечает блок из блока «Внешний вид». Называется он «Изменить эффект цвет на 25». 25 это скорость. Вот давайте попробуем нажать на флажок, посмотрим, с какой скоростью у нас будут гореть огоньки.
Наверное, слишком быстро 25. Давайте попробуем поставить 10. Так, вот теперь уже не так быстро, нормально. Вот оставляем так. Также вы можете добавить звезду, которая тоже будет менять цвет. Я пока этого делать не буду. Я перейду к фону. Кликаем на пиктограмме «Выбрать фон». И посмотрите, я здесь нашел всего один встроенный фон, который подходит под новогоднюю открытку. Это, если вы домотаете до самого низа, вот, Winter, зима. Можете добавить его, а можете добавить фон рисованием, как я сейчас делаю. Я вот беру инструмент прямоугольник, беру цвет синий и выбираю оттенок вот яркости, чтобы было потемнее. Это у меня будет елка в лесу стоять, такая сказочная елка. И инструментом прямоугольник заливаю всю область. Все, видите, у меня появился темно-синий фон. У меня елка стоит в лесу. И раз у меня елка в лесу, я добавлю лесных жителей. Это будут, наверное, какие-нибудь животные или фантастичные существа. Давайте добавим кого? Нужно добавить таких животных, которые вот, как эта медуза сейчас, постоянно шевелится, меняет свое расположение. Вот, например, пингвина добавим. Посмотрите, я добавил пингвина. Давайте размер уменьшим до 60%. Вот. И заставим его танцевать. Как мы это делаем? События, когда флажок нажат. Управление. Повторять всегда. И из блока движения выбираем блок. Нет, из блока внешний вид. Выбираем блок следующий костюм. Посмотрите, что получится. Пингвин у нас шевелится, только слишком быстро. Из блока управления выбираем блок ждать 1 секунду. И тоже вот сюда в цикл ставим. Ну, 1 секунду можно поменять на 0, например, 0,3. Вот так. И пингвин будет не так быстро шевелиться. Давайте добавим еще одно животное. Например, вот кота добавим. Кот у нас будет водить хоровод вокруг елки. Для этого выбираем блок, когда флажок нажат, затем управление, повторять всегда. И из блока движения возьмем такие блоки, как идти 10 шагов. Затем он должен будет, дойдя до края, оттолкнуться. Берем блок, если касается края, оттолкнуться. И способ вращения влево-вправо. Поставим его сразу после блока, когда флажок нажат. Запустим, проверим. Так, вот у нас кот уже ходит туда-сюда, но он ногами не перебирает. Мы сейчас это исправим. Блок внешний вид. Следующий костюм. Также ставим его в цикл. Ставим, запускаем. Вот все. Кот у нас прям действительно бегает вокруг елки. Вот таким образом вы можете добавить персонажей и заставить их либо водить хоровод, либо просто вот как наш пингвин танцевать рядом с елкой. Еще на открытку предлагаю добавить надпись «С Новым годом». Ее мы будем рисовать. Выбрать спрайт, нарисовать и пишем надпись «С Новым годом». Можно взять инструмент кисть и разными цветами сделать буквы. Например, вот S будет красный, буква N будет синий, желтым рисуем О, такая светло-зеленая получилась. И таким образом все остальные буквы. Если буквы у вас получаются большие, пусть вас это не пугает, мы уменьшим размер всей надписи.
И заставим также букву переливаться. Это будет как эффект неоновых букв. Так, вот надпись с Новым годом у меня готова. Посмотрите, она очень большая. Я ставлю размер 40%, передвигаю ее в левый угол экрана и пишу для нее программу. Когда флажок нажат, повторять всегда. И из блока внешний вид, мы такой блок уже использовали сегодня, изменить эффект цвет на 25. Поставим скорость где-то 10. Запускаем. Все, видите, надпись у нас переливается. Это Тимур мне помогает. А что это тут красным мигает? Красным мигает, это рамка, обозначающая область для записи экрана. Так, вот надпись у нас уже готова с Новым годом. Ну, в принципе, открытка уже готова, надпись есть, елка есть, гирлянда есть. Вы можете сами добавить еще какие-нибудь атрибуты Нового года, например, снеговика или Деда Мороза. Вот. Кстати, для Деда Мороза у нас здесь есть, вот прям точно подходящего спрайта нету, но в блоке фантастика я заметил. Так, вот, посмотрите. Есть волшебник. На Деда Мороза он, конечно, не очень похож, но если мы раскрасим ему костюм, например, в красный цвет, он будет немножечко походить на Деда Мороза. Давайте вот попробуем это сделать. У меня стоит заливка градиент. Ставим обычную заливку. Вот, посмотрите, я раскрашиваю его в красный цвет. Вот такой вот получается Дед Мороз. Ну или просто какой-нибудь волшебник. Можете добавить его, можете нарисовать сами. Вот такая вот у нас получилась новогодняя открытка. На этом все. До свидания. Кстати, подождите, я покажу еще на большом экране. Я не показал. Вот так она. Давайте посмотрим на большом экране. Елка, гирлянды мигают. Надпись тоже изменяет цвет. И зверушки в лесу, которые пришли на елку, танцуют и воют хоровод вокруг елки. На этом все. До свидания.